Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом вкусных маринованных огурчиков. Консервирую так огурцы на зиму уже много лет для своей семьи. Хрустящие, вкусные и пикантные. Банки для огурцов я предварительно простерилизовала. Теперь в каждую баночку насыпаю порезанный укроп. Следом за укропом буду добавлять порезанный кольцами лук. По одному-двум кольцам на банку. Банки у меня размером от пол-литра до 800 граммов. Конечно же, огурцы любят чеснок, поэтому в каждую баночку я добавляю по зубочку чеснока. Также в каждую баночку добавляю по 1-2 горошины черного перца. По горошине душистого перца. Также в каждую баночку накладываю семена кориандра. Вот примерно такое количество, сколько можно взять 3 пальцами. Конечно, добавлю лавровый лист, где-то пол небольшого листика на баночку. И также добавлю небольшую часть дубового листа. Количество добавленных приправ можно менять, конечно, по своему вкусу. Главное здесь будет маринад. Теперь разложим огурчики по банкам. Чтобы они были плотными, хрустящими, я их предварительно замочила в холодной воде на несколько часов. Огурцы закладываем в банки как можно плотнее. Когда все огурчики плотно уложены в банки, подготовим самое главное – маринад. Для маринада я заливаю в кастрюлю 1,5 литра воды. Добавляю 1 стакан или кружку сахара на 250 мл. 2 столовых ложки соли. 250 мл 9% уксуса. И 6 столовых ложек кетчупа чили. Обращаю внимание именно чили, именно острый кетчуп. Маринад помешаем, чтобы сахар растворился, и доведем до кипения. Заливаю горячим маринадом каждую баночку доверху. Накрываю банки простерилизованными крышками неплотно. Банки отправляю в глубокую кастрюлю, дно которой я простелила полотенцем. Заливаю в кастрюлю горячую воду по плечике банок. И оставляем банки стерилизоваться. Как определить, сколько нужно стерилизовать огурцы? Это зависит от объема баночки. Когда начинается кипение внутри банки, идут пузырьки, отмеряем столько минут, какой объем банки. То есть, если баночка у меня 800 граммов, 8 минут. Если это пол-литра, то 5 минут. Литровая банка будет стерилизоваться 10 минут. То, что внутри банки началось кипение, можно понять по поднимающимся вверх крышке пузырькам. После стерилизации крышки на банках закручиваем очень плотно. Банки переворачиваем вверх дном и плотно укутываем одеялом. Оставляем в таком виде до полного остывания банок. Вкусные огурчики остыли, и я их отправляю на хранение в кладовую, просто при комнатной температуре. Если этот рецепт огурцов вас заинтересовал, готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк и жду ваше мнение в комментариях. Всего вам самого доброго, будьте здоровы. Увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео.